Приветствую, друзья! После предельно сочных и прекрасно сбалансированных наушников Quartet компания Kivers взялась за реализацию своей следующей, еще более сложной модели Quintet, в котором удалось подружить не только динамики с арматурой, но и арматуру с миниатюрным планаром, а затем все это еще и с пьезоэлектрическим драйвером. То есть работа, как вы понимаете, была проведена просто титаническая. Согласовать в одном корпусе сразу 4 типа излучателей – это уже претензия на флагманский уровень, о чем мы с вами сегодня подробно и поговорим. Собственно, поехали! Пришли наушники в средней по габаритам коробки с изображением героев обзора и перечнем их технических характеристик, где стоит отметить целых 5 излучателей с суммарным импедансом в 32 Ома при чувствительности в 106 дБ. В комплект нам положили небольшую инструкцию, простенький черный бокс и 2 набора силиконовых амбушюр разного диаметра сердечника. Пользоваться ими, конечно же, можно, однако я предпочел им фирменные КБР-07. Кабель в этой модели нам обновили, теперь это просто шикарная по гибкости решения с сопротивлением на каждый жил, равным 17 сотых Ома. Менять такой кабель нет никакого смысла. Сами чашечки выполнены из медицинской смолы, достаточно тонкие, с 2 направленными вверх отверстиями для компенсации и средним по размеру звуководом, сквозь который, кстати, угадываются сменные фильтры от компании Knowles. То есть при желании и наличии специальных инструментов звук можно будет чуть-чуть подогнать под собственные нужды. Внешняя же часть сделана из металла и представляет из себя пластину с логотипом компании. Смотрится это неплохо, сидят наушники удобно, да и со звукоизоляцией тут все в полном порядке. Вот так, друзья, это все и выглядит. По измерениям у нас довольно быстрый с запасом хода импульс, искажения в пике достигающие 0,7%, что все еще очень неплохо, и незначительные расхождения между левым и правым каналом. Фазовая кривая ведет себя, мягко говоря, необычно, а затухание на 30 и 60 дБ показывает все те же стандартные результаты и, да, практически без возмущений. По АЧХ же мы имеем подъем низких частот на 8 дБ с довольно крутым таким спадом. Аналогичная амплитуда выделения области разборчивости, легкий пик имитации ушной раковины и еще один, на этот раз максимальной амплитуды на 7 кГц для усиления резкости звучания. Далее частоты прибираются, но остаются на хорошо различимом уровне. Замена амбушюр, как видите, достаточно сильно влияет на всю верхнюю часть диапазона, отчего в конкретно этих наушниках от выбора насадок может зависеть как частота, так и агрессия на самом верху. На Yanin Moonlight их настройка, мне кажется, совсем не похожа, а вот с Yanin Canon 2 общие черты такие имеются. У нас заметно так меньше нижней середины, но почти идентичное поведение на верхней части спектра. Используя в качестве шаблона график KZDFI, можно заметить, что настройка у героев обзора максимально приближена к хармоновской, только акцент зачем-то перенесли с 8 на 7 кГц. В плане звучания же при достаточно пристальном изучении найти хоть какой-то изъян у данных наушников лично мне не удалось. Все драйверы идеально согласованы. Есть легкая, присущая моделям Kivers теплота, четкий удар, а вместе с ним и прекрасная атака, разрешение, динамика и точность отработки различных высокочастотных резонансов. В общем, абсолютная идиллия. Причем каких-либо заметных переходов между излучениями совершенно не слышно. Да, их характер заметно так отличается, но сделано все предельно качественно. Жаль, только в реалистичность модель не сильно уходит, создавая ощущение, похожее на какой-то профессионального уровня пленочный аппарат с его теплотой, небольшой сглаженностью и мониторной дотошностью.
Да, звучат Кивирс Квинтет слишком уж ровно, пресно и отстраненно. То есть все очень технично и слаженно, но предельно скучно. Звук лично меня практически не захватывает. По выразительности и передаче эмоций они близки, наверное, к самым первым Мундроп Ария и даже близко не стоят относительно прошлых моделей от данной компании. Понятно, это такой реверанс в сторону тяжелой, другой агрессивной музыки, а также возможность привлечь себе ценителей мониторной акустики. Все это они реально умеют, а значит, те, кто профессионально работает со звуком, найдет в них своеобразный такой клондайк. Для этих целей это действительно, друзья, просто шедевр. Квинтет – это чуть ли не идеальные наушники для ушного мониторинга. Я же люблю гораздо более эмоциональное звучание с подчеркнутой выразительностью и особым уклоном в мелодику. На фоне хитовых Янин Кэнон 2 герои обзора кажутся какими-то серыми и пресными. Да, подтверждаю, придраться к Квинтет почти невозможно. Любой параметр или их взаимосвязь здесь реально очень хороши, но суммарный результат, так сказать, не зажигает кровь. Если вы как раз тот самый слушатель, что ищет взвешенное, немного смягченное звучание с максимально нейтральным характером и даже некоторым таким уклоном в мониторность, это самое оно. Ну и особенно меня разочаровали плоские и сухие в акустическом смысле тембры. Есть там, конечно, свой особенный шарм и даже некоторое очарование, но... Если говорить о прорисовке, например, оркестровых записей, то действительно каждый смычок чувствуется, каждый колокольчик на своем месте. Сцена хорошо рисуется в глубину, хватает воздуха и разрешения для каждого из инструментов, но все равно не затягивает. В Радга Бридж на фоне Квинтет буквально россыпь всяких мелких недочетов, однако слушать их куда интереснее. То есть это такая единица измерения хорошего звука, ее надо выставлять в музей в качестве эталона и рекомендовать профессионалам для сведения и мастеринга. С точки же зрения меломании модель довольно спорная. Я бы лично посоветовал остановиться на Янин Кэнон 2 и получить там аналогичного уровня согласованность, но с просто фантастически эмоциональной подачей. Здесь же слушаем, хмуримся, еще слушаем, оцениваем, снова хмуримся и так по кругу. Круто, но жизни как таковой я в них особо не чувствую. Проводя параллели между квартет и квинтет, последние, вполне ожидаемо, рассчитаны на куда более сложную в акустическом плане музыку. Если квартет были превосходными наушниками для небольших команд, то квинтет уже рассчитан на оркестровую или другую академическую музыку. Думаю, именно для этих целей была выдержана столь высокая строгость в передаче материала и чрезмерная умеренность в эмоциональном смысле. Разделение здесь реально просто фантастическая, как и динамика и точность прорисовки всего музыкального полотна. Если вы профессионал в области звука или очень уж дотошный меломан, такое решение, вне всякого сомнения, вас порадует. Разбирая по частотам, тут достаточно глубокий и в меру текстурный бас, спокойная такая ритм-секция, довольно сухая и просто сверханалитичная середина и подчеркнутые, но не агрессивные верхние частоты. Без рези, грязи и, естественно, сибилянтов. А относительно стилистики источников сигнала, наушники, на мой взгляд, абсолютно универсальны. Как я уже упоминал, они больше рассчитаны на серьезную музыку и дорогой звук, но ничего не помешает использовать их и в любых других сценариях. Очень интересная модель, нацеленная в первую очередь на опытного меломана и профессиональное использование. Итогом гибридные пятидрайверные наушники Кивирс Квинтет отлично сидят, неплохо выглядят. Кабель в комплект положили нормальный, и, что еще важнее, грамотно и скрупулезно выполнили настройку столь разноплановых излучателей. Относительно звучания же это спокойный, очень техничный звук с прекрасным балансом частот, высоким разрешением и чуть ли не дотошной прорисовкой каждого из элементов музыкального полотна. Да, от фирменного смягчения полностью они не ушли, но слушается это предельно мониторно, динамично и точно.
точно. Для очень требовательной музыки ушей это чуть ли не идеальное решение, но в музыкальном плане они очень сильно уступают тем же Yanyin Canon 2. Отличные наушники, хотя не для всех. Мне понравились. А на этом у меня все. Это были наушники Kiwirs Quintet. Всем добра, подписывайтесь, жмите лайк и присоединяйтесь ко мне во ВКонтакте и Телеграме. Всем, друзья, добра.